привет! Сегодня я решила приготовить всем хорошо знакомый рецепт. Вернее, решила напомнить вам рецепт знакомого всем с детства печенья. Я думаю, что среди моих подписчиков очень много тех, кто помнит это печенье из детства. И так как сейчас лето, на улице жарко, никто не хочет очень долго возиться на кухне, так вот этот рецепт очень кстати. Сегодня готовим печенье, бананчики. Давайте готовить вместе. Для теста в муку я отправляю масло, 200 граммов муки, 100 граммов сливочного масла из холодильника. Я его сразу вот такими мелкими кубиками сделала. И отправлю сюда сразу щепотку соли. И все это разотру в крошку. После того, как перетерли тесто вот в такую муку с маслом, вот в такую крошку, я сюда цедру одного лимона натираю. У меня лимон маленький, небольшой, поэтому я с него полностью, со всего целиком снимаю цедру. Естественно, лимон предварительно помыла хорошенечко. Если у вас лимон крупный, тогда достаточно половинки лимона цедры. И еще, если нет лимона, если не хотите цедру, то можно просто добавить ванилин или ванильный сахар. Теперь отправляю сюда, вот так чуть-чуть сделаю углубление, отправляю сюда желток одного яйца. Все пропорции, как всегда, вы найдете в описании под видео. Столовая ложка сахара, чайная ложка разрыхлителя. У меня разрыхлитель с шафраном. Я специально взяла с шафраном для желтенького цвета. Можно взять обычный. Если нет такого разрыхлителя, а желтенький цвет хочется, чтобы получился, можно взять куркуму, буквально четверть чайной ложки. И сметану сюда же отправляю. Все продукты у меня из холодильника. Ничего предварительно доставать не нужно. И теперь все это собираю в тесто. После того, как собрала все тесто в ком, надо разделить его на кусочки, на колобочки. Быстренько делю, ну вот примерно с крупный грецкий орех делаю части. Так разделю все тесто. Взвешивать не буду, на глаз. Вот такие колобочки раскатала. И накрываю салофаном и отправляю в морозилку на полчаса. Или если у вас есть время побольше, или пока не до этого, можно в холодильник на час отправить. Пока тесто охлаждается, приготовим начинку. Я взяла творог. Творог у меня был зернистый, поэтому я его пробила блендером. Если нет блендера, можно через сито протереть. А можно вообще ничего не протирать, оставить крупинками, если вас не смущает творог. Так, творог. Добавляю сюда ложечку сметаны столовую. Сюда же отправляю белок яйца одного. Перемешиваю. Слегка перемешав, отправляю сюда сахар. Отправляю сюда ванилин и пару столовых ложек муки. И теперь все хорошенько, быстренько перемешиваю. Все смешали, и наша начинка готова. Пока тесто охлаждается, ее тоже можно отправить в холодильник для стабилизации. Достаю из холодильника тесто и раскатываем кружочки. После того, как круг раскатали небольшой, кладем вот так начинку. Закрываем ее, вот так накрываем и прижимаем тесто вот так. И потом вот так закрываем. Можно руки в муку немножко пальцы опускать, чтобы не таяло тесто от рук.
Вот такую форму придали. Мукой посыпаю. Потом переворачиваем и придаем форму банана. Вот так. Чтобы больше было похоже на банан, можно вот так краюшки поприщипывать. Вот так. Уже больше похоже, да, на банан. И отправляю на противень, застеленный бумагой. Духовку уже включила на 180 градусов, режим вверх-вниз. И таким образом раскатываем все наши бананчики, делаем. Накрываем, прижимаем. Закрываем. Переворачиваем швом вниз обязательно. И на противень. И теперь еще для большего правдоподобия, чтобы еще больше наши бананы были похожи на бананы, вот так пальчиком в какао макаю. И вот так по этим краешкам, которые приподнимала, вот так провожу. Можно этого, конечно, не делать, но мы сегодня поиграемся. Вот так. И вот так пройдусь по каждому банану. Ну вот так половину сделаю вот такие, чтобы они выглядели как спелые бананы, а половину оставлю вот так. Все, отправляю в духовку разогретую на 180 градусов, как я уже сказала, минут на 15. Прошло 15 минут, наши бананчики готовы. Не надо их сильно зарумянивать, чтобы они стали коричневыми. Вот так достаточно. Как только они вот начали у вас румяниться, сразу вытаскивайте. Сейчас выложу и покажу, что получилось. И снизу они, кстати, вот такие румяненькие. И внутри, посмотрите, какие они хорошенькие, желтенькие, с белым, как настоящие бананы. Очень вкусно. Попробуйте, вам понравится. Вот такое быстрое вкусное печенье я вам сегодня из детства напомнила. И, как я вам сказала, два варианта у меня. Одни тут спелые уже, очень спелые бананы, а другие не спелые. Кстати, не спелые можно посыпать, как раньше посыпали всегда сахарной пудрой их. Это уже на ваш вкус. Хотите, посыпьте пудрой, хотите, не посыпьте. Хотите, посыпьте какао по краям, хотите, не сыпьте. Это ваш вкус, ваше желание и ваше время, конечно же. Если вы не будете делать все эти рельефы, не будете обводить какао, у вас уйдет еще меньше времени на приготовление этого печенья. Всем большое спасибо за подписку. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.